Всем огромный привет! Всем привет! Дамы и господа, меня зовут Вася, я являюсь руководителем студии MSGO Creation. Сегодня мы вместе с вами окунемся за кулисье Пассарин. Мы расскажем вам какие-то интересные факты, пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы и просто хорошо проведем время. Сегодня вместе со мной на этом стриме отвечать, веселиться, общаться будут Глория Чеснокова, режиссер, постановщик, локализатор, сценарист, аниматор Пассарин. Всем привет, это я, здравствуйте. Я сегодня за управлением стрима, так что если кого-то слышно тихо, кого-то громко, говорите, всех поправим. Такие веселые, такие хорошие. Максим, у тебя выключен микрофон, если что. Да, потому что Максим... Я знаю, у меня во время просто начала трансляции начали соседи люто сверлить, они вроде как закончили. Да, и Максим, который является монтажером, звукорежиссером и занимается всем постпродакшеном, который происходит после съемок, а также актер озвучки Уилбора. Максим, привет. Всем привет. Хай, здрасте. Наконец-то. Так, ну, все, мы уже начали сразу вопросы задавать, а у нас как будто... Максим. Кстати, это та самая гитара, которая в Пассарин. Да, с нее делалась гитара. Максим сегодня косплеит Уилбора. Слышь, нет! Это мой образ. Ясно, я никого не косплею. Окей. То есть, было бы круто, но у меня не так много в гардеробе одежды, чтобы хоть кого-то косплеить в этом мире. Мы сегодня будем отвечать на вопросы, которые вы задавали нам под постами. Их было много, мы отобрали самые интересные, самые лучшие, самые классные, и поотвечаем сегодня на них. Вот. Но не переживайте, если у вас есть еще какой-то вопрос, можете задать его в чате, мы ответим на него. Рассказывайте про то, какие были у вас эмоции вот в момент... Вот расскажу историю, кстати. Как вы все узнали об экранизации? Как так случилось, что вот первая глава резко взлетела в Твиттере? Короче, дело было так. Мы выложили первую главу. Она набрала там 4000 просмотров. Она прям вообще, не очень вирусилась. И один чувачела, прям мы его фанаты. Здравствуйте, можно присоединиться к вам? 700 рублей! Можно материться, да? Охуеть! Всем спасибо большое за донат. Он спрашивает, можно ли присоединиться к нам в Discord. Нет, к сожалению, нельзя. Мы тут исключительно компании авторов Пассарин, поэтому... Имеешь в виду к нам вот сюда в разговор? Я думала, в принципе, типа на наш... Это автор фанфика? Это официальный ее? Официальный аккаунт. Thank you. Ай, да заткнись ты. Привет. Давай, thank you. Хотела заглянуть, остановиться и поблагодарить вас за тяжелую работу. Она говорит. Скажите что-нибудь. Спасибо, огромное спасибо. Спасибо, thank you. Very much. My English very bad, thank you. Thank you. You did a great job. Максим, скажи тоже что-нибудь. Почему у нас так я сказал огромное спасибо, у нее ее фанфик она английская. Фантастика, это очень классно. Да я не знаю, переведи, типа, Вот, дайте я расскажу, как вообще все так, как мы к этому пришли вообще. Это очень интересная история на самом деле. Вот, у нас было 4000 просмотров на первой главе. Мы читаем комментарии, и там в комментариях был один чувачела, который написал о том, что, мол, чуваки, это очень круто, прям вау, я расскажу это обязательно своим иностранным друзьям. Мы такие, о, круто, здорово, но мы не обратили на это внимание, типа, прикольно, да. Но после этого в Твиттере просто, Твиттер начал разрывать. Сначала не в Твиттере, понимаешь, сначала начали появляться английские комментарии, мы не могли понять, откуда. Да, сначала начали появляться английские комментарии, а у нас, в принципе, зарубежной аудитории не было, и они все начали появляться, мы такие... Чего? Откуда? И мы заходим в Твиттер и понимаем, что этот самый чувак, который оставил нам комментарий, сейчас 1000 рублей! Кто еще? Главное, фанатка Максима. У тебя такой классный голос. Я знаю, поэтому я пошел в озвучку. Вот, и Твиттер начал разрываться. Мы увидели твит этого чувака, который написал нам в комментариях. И он по факту рассказал, он выложил твит о том, что типа, чуваки, посмотрите эту экранизацию, и благодаря нему о нас узнало столько людей, благодаря нему вы все сейчас смотрите нас, и благодаря нему о нас узнали так много людей. Так что огромное спасибо, если он смотрит нас. Corn Papers, правильно я произнес, да? Огромное спасибо, если он нас смотрит. Он русский вроде. Бананик, 30 рублей. Спасибо большое. Что происходит? Что ему надо? Кто этот человек?
Сколько он задонатил? 2К. И еще до этого сколько? Еще до этого, еще до этого 1700. 700. Спасибо. Да, вначале нас заметила Кайли, автор фанфика. После этого на своем альт-аккаунте про нас говорила Садист. Но Садисту очень понравилось музыкальное сопровождение звуковое. Это все Максим, вот это вот он все сделал, вот это вот всю музыку делала. Просто потому что Вася, насколько я помню, вообще тогда гулял где-то, и он где-то посреди улицы такой, типа, Я просто шел в магазин, это вот когда я вижу комментарий Садиста, и я просто на всю улицу ору просто. Я такой, садистка написала! Глория, садистка! Многие вопросы сейчас они повторяются, потому что у нас есть уже заготовленные вопросы, на которые мы сейчас еще будем отвечать. Вот они, смотрите, я порисовал, пока ждал стрим. Все, давайте начнем отвечать на вопросы. Первый вопрос у нас задает Максим Соловьев, чья была идея, в принципе, начать проект. Рассказывай, Глория. Вот где она? Давай, Нет, как? в другую сторону. Нет, в другую сторону. В другую сторону. Да, вот сюда. Она здесь. Дело было как? Я прочитала первые 4 главы, разрыдалась, и такая, Максим, пойдем почитаем. И мы сидим, читаем где-то, по-моему, на 2 главе, и он тоже охреневает, и я такая, я уже для себя решила, что я хочу это показать другим людям, и я к нему руки так на стол и говорю, Максим, давай визуализируем, давай экранизируем, и он такой, давай, просто сразу. А уже потом возникли проблемы с тем, что надо волосы как-то им придумать, и все остальное, это уже потом наложилось. А вот... Давай. Я просто хотел дополнить, да, то, что это все было очень поздно ночью, и я буквально согласился, типа, почему бы нет, потому что мне действительно было очень скучно. Вот. И, конечно, тогда это не звучало как «пойдем, нужно сделать на что-то машиниму». Это все просто по ходу так пришло к тому, что было бы очень классно это все экранизировать. Это на самом деле такая интересная история. Глория, я не помню, как это было, Глория зовет меня в Дискорд, по-моему. Я очень переживала, я думала, что Вася не согласится, потому что до этого еще была ситуация, когда я вышла песня Кана и Violence, вот это про Техноблейда. И я такая, блин, я хочу что-то сделать, и Вася такой, а зачем? А у нас аудитории такой нет, и действительно, если бы нас не пропиарили, тогда у нас не было бы ничего. Это ты говоришь... То, что было до выхода фанфика, да. Или что? Я помню, ты хотела что-то еще делать под Dream SMP, так просто у тебя было какое-то желание. Да. Но то, что мне сказали, что это никому не интересно, в итоге у нас серия набрала 100 тысяч, я такая, простите. Ну, фанфик, то, что такой появился качественный, очень качественный, это, конечно, безумно удобно. Множество всякого контента, который можно использовать, да как угодно, как концепт-арты, типа, это огромный плюс в работе. Я читаю чат через экран. Короче, как это было? Глория зовет меня в Дискорд, я прихожу, я уже чувствую, что это такое, типа, что-то такое неладное. А тогда выходил Destiny, я типа хотел, все, только Destiny, мне ничего больше не надо, давай делать Destiny, все. И она такая, Вась, тут фанфик есть очень крутой, мы с Максимом решили его экранизировать. И я такой... Да что ты говоришь? А Вася был не в теме вообще Dream SMP и всего вот этого, он вообще, ну, как бы, далекий. Я вообще за это не шарю. Глория постоянно говорила, там Фил застримит, Томми стримит. Я такой, и чё, у нас съемки, Глория. Она такая, все, пока, я пошла. И уходит. У нас сейчас съемки переносятся, потому что Глория такая, все, у меня Фил застримит, мы не будем сегодня ничего делать. У него режим понедельник, среда, пятница, все. Ну, Томми внезапно стримит, я с этим ничего не поделаю. И она говорит такая, я хочу вот это экранизировать. И я сразу такой, не, ну ты чё, Глория. Во-первых, потому что это фанфик, камон, какой фанфик, типа, блять, его, во-вторых, это чужой фанфик. Еще он на английском. Это вообще по Dream SMP что-то такое. Я думаю, блядь, Глория, да ты чё вообще такое устроила? Но она меня убедила, она такая, типа, давай попробуем, типа, я такой, блядь, ну, делай, что хочешь тогда, все, отстань, я обиделся. Мало того, что сам фанфик был довольно качественным, и это было понятно уже по первым 2 главам, несмотря на то, что очень много событий я просто пропускал, и потом, когда я перечитывал фанфик, я как будто читал что-то новое, когда после того, когда ты уже осознаешь, что ё-моё, я это буду экранизировать. Так, нужно посмотреть, что вообще за материал. И я когда перечитал, я действительно только убедился в том, насколько это качественная работа. Вот. И я хотел сказать, что еще. Мало того, что фанфик качественный, естественно, Глория сразу зацепила тем, что очень много эмоций у нее вызвало прочтение этого фанфика. Там действительно очень сильные моменты эмоциональные. Ну и показать такое вот в такой экранизации, конечно, для меня очень круто.
Следующий вопрос. Мне интересна реакция автора фанфика. Вы же наверняка перед работой над экранизацией спрашивали разрешение. Да, было дело. Была трансляция на канале Пасарин подкаст. Девушка, которая делала аудиокнигу делала по Пасарину, сейчас она делает другие. Так, пялись. Я смотрю чат. Моррис и Невер пришли. Привет! Здрасте. Привет. Или, Это, скорее всего, Невер. Привет, скорее Невер. всего, только Невер, но тем не менее. Привет. О чем я говорила? Была прямая трансляция, было интервью с автором фанфика. Я в чате задала вопрос, можно ли мы сделать машиниму по Пасарин. И она ответила, да, конечно, вперед. Так и получилось. Все. Can I make a machinima based on Pathfinder? Yeah, sure, go ahead. Спрашивали ли вы разрешение на какие-то уточнения в сюжете? Нет. Фанфик написан так, что там все фанфик, понятно. да, он достаточно подробно написан. И, в принципе, если на каких-то вещах сам фанфик не фокусируется, то зачем фокусироваться нам? Как раз следующий вопрос у нас от иностранного зрителя. Каков был процесс выбора сцен? Это на этот вопрос мы ответили. Мы брали все сцены, которые есть в фанфике. Вы же ничего там не выкинули. Трудно Я сейчас не сказать на самом деле, потому Скорее что всего, очень были много... моменты. Я могу сказать, что я очень сильно хотел вырезать очень, как мне на тот момент казалось, странную сцену флешбэка с отцом Уилбура. Да, когда Филза вот перевязывает рану Уилбуру и говорит что-то. Дело в том, что подводка к этому флешбеку была через еще один переход, когда Уилбур просыпается, и непонятно, у него провалы в памяти, что происходит. И тут еще и флешбэк плюс. Ну, то есть это очень как-то странно для меня выглядело. Но в итоге на монтаже вроде выяснилось то, что и нормально, и вырезать ничего не надо, все работает. Глория, шиперишь кого-нибудь из Dream SMP? Я видела этот вопрос. Не думаю, нет. И потому что очень многие из них действительно просят их не шиперить, потому что они настоящие люди, им это неприятно. Вот у нас там более уважительное общество, если там говорят, Да пожалуйста, ему не надо, да но ну. как бы я, по крайней мере, уважаю этих людей вместо того, чтобы шиперить. Типа Dream Джордж, они про это шутят, им нормально, там Карл Сатап тоже. И Глория шиперит Максима и Неошу. Раньше шиперила меня с Аквамайном или еще Это с кем-то. другое, это Вы не все Dream ошиблись, это не Dream абсолютно. SMP, ребята. Вы тогда Ну, то есть сейчас подыгрывали, просто вы сами начала так себя говорить вели, про вы сами так себя вели, вы разрешение сами от друг личности другу в якобы линзинки тебя отправляли, вы сами друг другу требуется. подкатывали и разбирались там с этим. Вот не надо меня винить в том, что как вы себя вели друг с другом. Вы, кстати, тоже двое, вот эти вот двое тоже. Ничего, мы не тоже. Простите. У нас с Пупсиком исключительно деловые отношения. Он хочет что-то сказать, он хочет что-то сказать Я сейчас. слушаю. Я ничего не хотел сказать. Как жалко, я хотел услышать твой голос. Ну, ты его услышал. Продолжай разговаривать, Максим. Пожалуйста. Ну что, я разговаривал так или так? Громче. Следующий вопрос. Кира Рус. Привет, на что уходит больше времени при создании главы, озвучку, монтаж и так далее. Удачи. Вот давай, Максим, ты из своей сферы что-нибудь назовешь, я из своей сферы. Я могу объединить, в принципе, монтаж, потому что, в это входит и, в принципе, постпродакшн, да. Но не знаю, это как-то, мне кажется, очень обобщенно, потому что я и занимаюсь постпродакшеном, то есть, монтаж действительно много занимает. Из этого всего, возможно, кропотливая работа над звуком, именно когда ты вот каждый шаг, каждый какой-то шорох, это действительно занимает много времени. Но, с другой стороны, когда у тебя уже обширная библиотека всех этих звуков, то ты просто их вставляешь, копируешь и... Я бы сказала, что это вот именно анимация глаз. Она тоже кропотливая, и она вот самая-самая долгая. Вот анимация мимики и всего. Да там же тоже вроде как скопировать, вставить. Да, Только иногда моменты действительно интересны, когда у героя глаза бегают, типа, это круто. Но это Мне тоже, очень все нравится. равно это надо по всем персонажам пройтись, это надо там все их 10 раз посмотреть одну и ту же сцену. Я таким сразу занимался, так вот записал и... Ну да, я так и делаю. Вообще, я же в первой главе снимал вступление полностью, оно было моим. Я записывал это в заметке, далее выставлял камеру, какие места, как они выглядят, и потом уже анимировал персонажей. Спрашивали в комментариях, насколько у вас большая команда. У нас раньше, вот, по-моему, рекорд того, сколько человек было у нас в команде, был 23 человека, я помню. Это вот очень давно был, 2017-2018 года. Но сейчас у нас буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 человек у нас буквально в команде. И этого вполне себе достаточно, чтобы вот делать то, что есть сейчас. Окей, Школьник онлайн задает вопрос. Приветики, у меня довольно простой к вам вопрос. А какой момент вы считаете самым сложным в данной экранизации? Я бы сказала, что у меня это анимации драки, потому что мне пришлось разбираться, как надо владеть двуручным европейским мечом. У меня тут есть катаны. Типа, не катаны такие, это по-другому называется, но это этот самый...
Восточный меч, он, типа, это немножко другое, поэтому... Чтобы учиться... Это сделал мой младший брат. Я, наверное, могу сказать сцену из первой главы. Это, опять же, вступление, которое делал полностью я. Поэтому я могу говорить, насколько мне его одному было трудно делать. И сцена, когда Техноблейд выходит, смотрит на какие-то взрывы, вокруг него люди друг друга бьют. Ну, вот это именно из-за огромного количества моделек, которые лагают на карте. Несмотря на то, что даже в трейлере я вставил такой очень черновой вариант этого кадра, потом, когда уже люди начали писать то, что, боже, эта драка выглядит убого на фоне, я ее переделал. Кто-то так писал. Да, это действительно правда, то есть это... Ну, я еще говорила, потому что там драки рассинхронизированы были, там 2 человека дерутся, Они один были в бьет, слоу-мо. потом такой, типа... Я их очень в торопях делал. Снова у нас вопрос от иностранного зрителя. Планируете ли вы завершить все 7 глав Password? Планируем, чувак. Очень хотим и планируем. Но не говорим, что будет. Мы планируем, но непонятно, как это Мы очень случится. постараемся, но те, кто читали, те, кто Да, знают, те, кто те читали- знают, что там очень сложно и масштабно все. Планируете ли вы, ребята, раскрыть актерский состав персонажа, озвучивающих актеров? Все есть в титрах. Очень много типа. Там были вопросы, какая песня из титров, кто озвучил такого-то персонажа. Все есть в титрах. Все написано в конце серии под крутую музыку в канале. Так что смотрите. Какие ваши любимые сцены из первых 2 эпизодов, которые вы создали? Естественно, я обожаю вступление из первой главы. Мне кажется, оно прям вышло дико удачным, поэтому на него и уходили все мои силы, и основную главу я делал в торопях. Вот из второй главы все еще я прям дико обожаю концовку, именно самую концовку, даже не сцена с матерью, именно когда Техноблейд уходит с Уилбуром под музыку Канаи, и до этого какой там эмбиент на фоне играет, это тоже все очень органично, круто. Ну и ладно, сцена с матерью, боже, ее все, я думаю, все обожают. Я надеюсь, ее все обожают, потому что она вышла невероятно удачно. Любимые сцены. Я думаю, что моя любимая сцена вообще, в принципе, первое появление Уилбора и Томми. Вот когда они первый раз увидят Техноблейда. И этот кадр многие перерисовывают, он так классно. Да, кадр, я его тоже- себе на фон рабочего стола оставил. Рисуйте больше артов, у меня будет разнообразный рабочий стол. Это очень круто. Мне очень нравится диалог между Уилбором и Техноблейдом под деревом, пока Томми собирает Да. цветочки. Когда он кидает еще в Техноблейда, и потом таким голосом: ты снова выглядел грустно. Это просто что-то с чем-то. Я ее даже Естественно, переозвучил. да. Я прям в последний этап монтажа, я послушал эту реплику, такой, она должна звучать еще более грустно. Да, я добью это. Да, и мне нравится еще концовочка, где Уилбор полностью погружается в свои голоса. Следующий вопрос: будет ли когда-нибудь полный английский дубляж? Когда появится функция от Ютуба на дополнительную дорожку, аудиодорожку. YouTube планирует в каком-то там скором времени выпустить новую функцию, благодаря которому вы сможете выбрать другую аудиодорожку. Это сейчас Так есть что- на всяких крупных каналах, типа Мистера Биста, там вот есть, да, Да. русская и португальская, если я помню правильно озвучка. Вот, и поэтому мы не будем делать отдельный видос, мы дождемся этой функции и, возможно, займемся этим дубляжом. Так что, возможно, когда-нибудь будет. Можете хоть Нас сами понимают. переозвучить и сами выложить. То есть, да, просто поверх, типа, почему бы нет. Если настоящий стример озвучит, то вообще будет бомба. Но это как бы... Да, мы ну. очень хотим, чтобы настоящие стримеры увидели Это такая экранизацию. Какая глава, по вашему мнению, будет самой сложной в плане экранизации? Последняя, она же там По вообще... сложности я бы сказала 4-я. На самом деле. Ну, тут говорят самое. Я думаю, в плане анимации, в плане постановки драк, что в 7 главе, там много материала, много анимации. Да ну, драки, это ж ведь не весь проект. Я понимаю, но я понимаю, что мне будет тяжело, потому что в 4 главе очень много персонажей и очень много разного оружия, с которым мне надо будет работать. Я согласен, что последняя и 4-я, они действительно где-то очень близки по сложности. Обе очень трудно будет делать. Мне кажется, то, что действительно, возможно, в чем-то Глория права, то, что 4-ю даже в принципе будет делать труднее. Если так подсчитать, то с опытом уже создания 4-й очень масштабной главы, я думаю, следующий будет делать намного легче. Даже последним, который безумно много действий. Вдохновлялись анимацией садиста? Уже говорили. Если вы Вдохновлялись посмотрите- и артами. Да. Да, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там какие-то интересные
Дайте Глории сказать. Мы с Максимом такие друг друга перебили, остановились, и Вася такой, реклама! Весь стрим. Если вы посмотрите титры, то там есть дизайн персонажей взят с анимации садиста. Да, мы очень много ориентировались на анимацию садиста, и вот оттуда мы брали персонажей, и образы их, и все остальное, там одежду и все такое, вот мы вот оттуда брали. Поделитесь своими впечатлениями о фанфике, любыми персонажами, главами, событиями. Любым персонажем у меня Филза. Как я говорил, конец шестой или начало... Короче, сцены с Дримом в церкви. Во! Вот так. Достаточно конкретно. Ну ладно. Мы просто обговаривали, что не будем конкретно говорить, что за сцены у нас любимые В будут. смысле? Вчера мы говорили о том, что да, можно так сказали сказать. сцена с появлением Дрима, мы Хотя, сказали. учитывая... Да ладно, я не думаю, что понятно, кто не читал фанфик, то есть это не спойлер. Ну, допустим, Дрим будет сидеть действительно в церкви. Я не помню, какая у меня любимая сцена. Я забыла про любимую сцену. Я помню. Ты помнишь мою любимую сцену? Четвертый. говорила, что у у меня тебя все нет любимые. любимой сцены. Я поняла, почему. Потому что я каждую главу читаю, каждую главу перевожу, и такая, блин, моя любимая глава, блин, моя любимая сцена. И так каждый раз. Сцена, которую я безумно хочу экранизировать, это концовка 4. Это не сцена, это вот именно вот этот кусок, где оканчивается 4 глава. Это что-то с чем-то. Это очень много эмоций вызывало у всех прочитавших, и, конечно, мне хочется это экранизировать. Я Прям рыдала жесть. просто. Да, Глория, Вася... Я не плакал. Я не плакал. Я тоже нет. Любимый персонаж? Уилбур, естественно. Дрим. Да, Уилбур, он действительно проходит очень большой путь, и там все персонажи проходят большой путь. Ну, Уилбур мне просто больше по душе, как человек, как персонаж. Вы сами переводили фанфик или взяли готовый перевод? Мы переводили сами, ориентируясь на перевод Google переводчика, в перевод фигбуки, и переводили сами. И у нас еще есть переводчик, с которым мы сидим, так что вот мы сидим, много источников, мы все вместе переводим, склеиваем в сценарий. Кто озвучивал Томми? Где вы нашли это солнышко? Томми — это младший брат Глории, наследник MS-GO. Его зовут Артём, ему в этом году 12 лет. Он молодец, он такой весь из себя очень артистичный. У меня много братьев, у меня много сестер, у меня целый тут каст на роли персонажей, и он выбор пал на него, он прекрасно справился. Ты же ему рассказывал про то, что там первая глава набрала 100 тысяч, и он такой, Да, прикольно. он не осознает, что происходит популярность, да, он не это самое. Я говорю, там все тебя очень любят, там это он такой, ну ладно, ну типа, ну и чё. Не расстраивайтесь столько, сейчас они все разочаруются. Да ладно, это ж класс. Во-первых, я спросила у мамы, могу ли я его поставить на озвучку, потому что там умирает мать у персонажа, да. И я первым делом ему сказала, что, слушай, там будет грустно, там надо будет плакать, у персонажа умрет мама. Я первым делом ему сказала. И он мне ответил, ну, значит, он как супергерой. Я такая, да, он как супергерой, хорошо, все. Мне было очень больно заставлять его плакать на подушке. А ты думала, что сказать ему, если ты бы не решилась говорить о реальном сюжете? Ну, типа, у тебя... Я бы не решилась, я бы не стала от него ничего Да? скрывать. Да, был вопрос, будем ли мы делать переозвучку, смешную переозвучку, неудачные кадры. Максим, что-нибудь хочешь сказать по этому поводу? Я не знаю, Там у вроде меня что-то остались, если что, какие-то неудачные мои дубли, и У меня тоже. бывало, я записывал даже свою озвучку, вот так наверху. Кто-то спалился, ну ладно, ну не будем говорить. Продолжай говорить. Тут... Ясно. Просто продолжим. У тебя остались неудачные дубли. Да, у меня остались. Я бы мог их вставить какой-нибудь ролик, но мне кажется, просто, будет странно, если там буду только я. То есть, я не знаю насчет Техноблейда. Вроде Глория сидела вот с актером озвучки Техноблейда. Да, но у него он не сохраняет особо дубли, я не записываю только. Ты не записывала с ним разговор, да? Но это... Да, я не думаю то, что, конечно, выйдут прям видос типа ляпы, несмотря на то, что такое когда-то имело место на существование. Но вообще... А какие видосы у нас будут тогда выходить, Максим? Да вот я к этому и веду. Короче, еще с разработки первой главы я начал думать о том, что было бы круто рассказать как-то об этом проекте и на своем канале, на котором куда-то, наконец-то, чтобы залить все эти материалы, которые у нас накопились в закулисье. Я подумал то, что было бы круто сделать целый ролик Фильм за кадром, за кулисами, как этот стрим, только это будет смонтированная запись. Там будут все смешные, не смешные моменты, какие-то интересные моменты с разработки, просто закадровая какая-то озвучка. Я думаю, что даже будет уместно, если я какие-то моменты с этого стрима буду вставлять прям вот в тот мини-фильм.
Да, у Максима такая идея. У меня есть еще идея сделать видео, такое интервью с актерами озвучки про то, что они думают про своих персонажей, про то, как им их реплики. Я вот не знаю, просто это надо ли вставлять в твой видос, или у тебя не будет ничего про это. Потому что я думала, это либо на MSGO выпускать, либо к тебе. Это прикольная штука, так действительно обычно делают, когда снимают фильм о фильме, да. Это типа. Но прикол в том, что когда снимают фильм о фильме, актеры погружаются в своих персонажей, а тут в Майнкрафт в реалиях, в принципе. Да ну, все равно Нет, как-то тут какой-то просто, взгляд на историю у них может быть свой. Почему Иногда нет? людям попросту, ну, типа, все равно на это. Они просто озвучат то, что у них есть какая реплика. Согласен, и Ну, да. И если все равно мы не что-то будем им их спрашивать просто. Не всех, а именно главных героев. Мне кажется, там у всех есть что сказать. Вот. Ну. Потому что этот актерский состав, он так подобран, что там либо кто-то из наших знакомых, либо тот, кто шарит в Dream SMP. Довольно сентиментальный вопрос. На кого вы равняетесь? Глория. Давай ты первый. Нет! Ты первый, я вторая. Максим, давай. Давайте я первый, да. Что? Нет, вы не хотите? Ладно. Ну, Да. отвечайте сами. Нет, Максим, говори. давай. Всё, я говорю. Говори. Спасибо. Короче, ну да, и первое, что мне приходит на ум, это, естественно, Уилбур, потому что и его я и больше всех смотрел, и его персонажа я озвучу, очень много причин. Я действительно считаю, что Уилбур достаточно интересная личность, что даже на своих стримах, ну, можно увидеть, проследить, как он, в принципе, развился в том, что он делает, то, над чем он работает. Он хорош в этом, прям, ну, хорош. Короче, он молодец. Видно, что он старается и над своей музыкой, он группу создал с достаточно успешными треками. Короче, успешный чувак, как на такого не равняться, боже мой. Разбирая вопрос, если отвечать так же, как отвечает Максим, то, наверное, из всех их я вдохновляюсь Филзой и... Ну, Вулбур, конечно, разумеется, и Техноблейдом. Ну, в принципе, они там все классные, но вот именно четверка SBI, да, они вот охрененные. Они прям вот охрененные. Томми, ему там 17 лет, он такой, он уже весь популярный, там рекорды ставит. Это охренеть. Техноблейд, который там тоже до 10 лямов добрался. Прям вот его отношение к жизни, в принципе, такое пессимистичное, учитывая последние события и все такое. Филза, который с донатов на Твиче, там, да, накопил себе на дом. Ну и Уилбур, Максим уже много причин объяснил, почему Уилбур, еще Уилбур просто красивенький, но это уже другое. Но на самом деле вопрос, наверное, был не только про Dream. А я бы даже, я думаю, я также бы ответил, даже если бы меня спрашивали именно в принципе, а не только про Dream. Если так, то я еще вдохновляюсь своим папой. Мило. Вот лично у меня вот нет вот этих вот звезд, на кого я там наравняюсь, там какие-то там всякие популярные люди. Я их не знаю, я банально не знаю их характер, я не знаю их поведение, как бы я не могу на них никак равняться, если я Вася равняется на себе. Я обычно равняюсь на каких-то близких людей, с которыми я там чаще всего провожу какое-то определенное время, потому что они меня вдохновляют в первую очередь. Вот, например, кто не знает, я учусь на фотографа, и у меня есть очень хорошая моя подруга, знакомая, которая занимается фотографиями, так же, как и я, и она меня очень сильно вдохновляет, потому что она постоянно где-то там что-то снимает, что-то фоткает, что-то у нее постоянно какие-то заказы есть, она меня очень в этом плане вдохновляет. Всегда нужен человек, от которого я буду вдохновляться, и самое главное, чтобы это был не какой-то там чувак свысока, с Dream SMP, какой-то там Уилбур. Нет, мне нужен это... Ну, для кого? Для каждого. Ты что-то имеешь против? Нет! Нет. Для меня важно, чтобы я этого человека знал. Например, в этих реалиях я могу сказать, что я могу также вдохновляться и Глори, я также иногда и вдохновляюсь Глори. Я вдохновляюсь и Максимом в каких-то там степени. Я Максимом тоже иногда вдохновляюсь, потому что... как вот... Вы ведь не знаете... Вы ведь не знаете то, как проходит разработка ПСРИ не в плане с технической стороны, а вот в плане с моральной, как происходит там взаимодействие между Глори и Максимом, между там вот этой треугольником. Это очень тяжело морально. Я наблюдаю за этим со стороны, и я понимаю, что, блядь, это прям, ну типа, они очень стараются над ПСРИ, правда, типа, я смотрю на них, думаю, блядь, ну это типа... Как это вообще происходит? Потому что, например, Максим... Ой, все, сейчас будет сентиментально максимально. Максим дикий перфекционист. Это просто трэш. Я не горжусь этим, да. Ну, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. И, в общем, первая глава, она должна была выйти в определенное число, потому что в конце трейлера была вот эта дата, там, по-моему, 16 был сентября или октября. Вот. Но из-за того, что Максим очень сильно старается над качеством, очень хочет, чтобы все было супер красиво, чтобы все было идеально, он просто такой... Пока. И вышел из ВКонтакте, просто вышел из ВКонтакте, типа премьера должна быть, он вышел, но я вот тогда очень злился на него, я думал, но на самом деле это, наверное, и правильно, что он тогда сделал именно так. Для него очень важен ПСРИН, для него очень важно, как выглядит ПСРИН, потому что он работает над ним, ему нравится этот проект. Вася, для всех, да, ну для да. Вот, я говорю просто именно про Максима, потому что у него там дикий перфекционист, я хочу просто это прокомментировать. Вот. Я уже ушел от темы. В общем, я равняюсь на всех близких людей. Вот. На Глорию, на Максима, там, на всех близких людей. Вот. Следующий вопрос. Максим не ожидал такого диалога.
Последний вопрос, который меня интересует. Вы в Майнкрафте с самого детства смотрели какие-то сериалы, и имело ли это какое-то влияние на вашу нынешнюю деятельность? Манюша, да. Манёша. В каком году Максим пришел? 2 года назад? Года 3 назад, наверное. Где-то 3 я года здесь уже сижу. Меня вдохновил Феномен и Долгая тьма будущего. Подожди, как назывался проект Неошинский? Феномен. Нет, второй, про перемещение во времени. Тьма будущего. Тьма будущего. Почему Долгая тьма? Это, Максим, это что-то твое. Долгая тьма это мое, да. твоё. Это Нейзи. Там да. еще Морис был. Ну, из-за Неоши я втянулась в это все. И Вася был его большим фанатом. Я не был фанатом. Ты был фанатом. Нет. Да. Я думаю, ему лучше знать. Он с ним виделся, он ему рисуночек рисовал. Да, зачем ты вспомнил? Тихо. Сейчас у Васи... Мы с Ильей живем в одном городе. Я был Крузонки. очень маленьким. Я ему написал, у меня лет 10 был, я ему пишу ВКонтакте. Илья, привет, мы с тобой в одном городе живем. Может, встретимся, я тебе подарочек подарю. Он такой, типа, да, давай, мы встретились. Это было так неловко, потому что он сидел в фудкорте, а я просто минут 10 вокруг него ходил, мне было страшно. Это был кринж. Так мило. Очень много людей называют Маниошу. Я, на удивление, его не смотрел. Именно вот как другие говорят, что его какие-то феномен. Помню, начинал, но мне не понравилось. Не в обиду Маниоша, люблю его. Я скорее вдохновлялся таким чуваком, как Нези. Я, в принципе, из-за него, наверное, начал озвучивать. Мне даже, я помню, говорили то, что у меня дикая озвучка на него похожа, вот каким голосом он говорит. Я видимо, пытался делать что-то похожее, я не кажусь. Да, Нези, Долгая тьма его. Я помню, как выглядело. Я просто захожу в YouTube, думаю, посмотрю Майнкрафт сериалы, пишу сериалы в Майнкрафте. И первый сериал Долгая тьма. Я посмотрел, охренел. Очень-очень круто. Атмосферный. У кого есть свободное время, можете посмотреть. Большинство использует написание имени Вулбор. Почему же вы решили написать Вулбор? Потому что я очень сильно ориентируюсь на произношение. Мне очень хотелось сделать так, чтобы имена произносились как можно ближе к оригиналу. Но мы не стали брать Техноблейд как Техноблейд, потому что там техно, да, на английском произносится. Да. А Уилбор на американском, он Уилбор. Там нету буквы вообще, в принципе, там бр просто идет. Hello, Wilbur. Stop! What'd you call me? Wilbur. А на великобританском, да, пишут, там слушай, просто Wilbur. Там нет ничего, там просто Wilbur. И там Да, нет ну, окончания я вообще. Wilbur. Hi, Tommy! Hi, Wilbur. Потому что она слишком слышится. Типа Уилбор. Уилбер звучит ближе к оригиналу. Там еще классный вопрос: Табо, Тубо или Тобо? А может, Тумба? Я, кстати, вот по произношению больше Тобо. Вот как они произносят, больше Тобо через О. Там такая между А и О. Поэтому я думаю, что если я буду писать, да, то у меня будет Тобо. Тумба. Так, Ранний Джет спрашивает, как долго вы набирали команду для экранизации? Ведь все участники проекта должны быть знакомы и с оригинальным фанфиком, и с фандомом, обладать какими-то навыками в зависимости от выбора работы. А такое комбо сложно найти в ру-комьюнити. Неправда. Не обязательно всем участникам команды знать о Dream SMP, о фандоме, о фанфике. Это самое главное, чтобы он работу выполнял хорошо, и у него было желание это делать. Мы не набирали в зависимости. Ты знаешь Dream SMP? Нет? Пока. Ну, мы такое не делаем. Мы не набирали, но при этом у нас уже была команда, да, и когда мы искали озвучку Техноблейда, когда мы вышли именно на того, кто сейчас озвучивает, мы увидели, что у него уже есть озвученная анимация садиста. Ведь да, мы реально так нашли актера озвучки Техноблейда. Да. Если дело дойдет до последних 2 глав, то как пойдет работа? Они настолько длинные, что, кажется, на экранизации это выйдет по часу. Вы будете делить это или составлять полное видео? Не хотелось бы, потому что, мы читали несколько раз все эти главы, и был момент, когда задавался вопрос, нужно ли делить, допустим, последнюю, потому что она безумно длинная, и если мы дойдем до того, когда придется ее экранизировать, там выйдет на часа 1,5 где-то, если больше. Просто негде делить, собственно. Там у нас все настолько это прописано прям монолитно, что там просто негде проставить момент. Ожидайте следующей серии. Ну, это просто не круто будет. Максим, можешь передать мне колу? Да сейчас, подождите. Да. Все взяла? Да. Не за что. Хорошо. Дима Дикс 34. Это так просто неловко. На, держи обратно. Максим, возьми обратно. Чё? Хорошо. Окей, Спасибо. хорошо.
Ой, тут много вопросов. В будущем собираетесь сотрудничать с какими-нибудь крупными ютуберами и в создании фильма сериала? Ну, мы сейчас по факту сотрудничаем с Хайтедом, потому что у него есть свой канал, так что он также принимает участие в создании Пассарин. Ссылка на него есть в описании, поэтому подписывайтесь, смотрите его. Теперь к личным вопросам. Тут есть личные вопросы для меня и для Глори. Василий, мечтали стать режиссером, сценаристом большого кинопроекта? В детстве я был уверен, что я буду снимать фильмы в Голливуде. Я был уверен, что я буду самым гениальным режиссером. Типа, у меня прям была 100% уверенность в этом. Но со временем я понял, что это очень тяжело. Типа, вот. Сценарист, типа, может там полегче будет там, потому что ты сидишь в одной комнатке, ты один, тебе комфортно, ты там в своей абстракции сидишь, вот как Глория сейчас, и пишешь там проекты, и все. А режиссер — это работа с огромным количеством людей, на тебе лежит огромная ответственность. Не сейчас, но может быть когда-нибудь, да. Ну да, я мечтал. Какими знаниями вы руководствовались в создании первой машины и вообще создании этого канала? Никакими. Манёши. Манёши, я руководствовался. Тогда был очень большой конфликт там с каким-то другой студией. Я решил, что надо начать все с чистого листа, и просто вот так создал мозгу, и все. Создали его вместе с Глорией. Ну, я была просто в команде. А ты была уже приближенной ко мне. Типа АМЛС и дела. Посмотрите, кто в чате. Привет, Илья! Привет, Нёша! Илья, мы о тебе говорили. Илья, мы все тебя очень уважаем, любим. Для кого как? Вот такой ответ. Максим. Там Да. это в чате... Что? Илья пишет, говорили обо мне, Максим, дорогой, у нас особые отношения, так что тихо. А как же я? Все, Так. что было между нами, было вообще... Что это было? Что написал? Особые. Манюш, это было лишнее, это было лишнее. Особо это в плане напряженные, Вася, ты моя любовь, о господи. Ну да, вот завтра посмотрим, какая там твоя любовь. И как вы познакомились с Глорией, если не секрет? О, все, сейчас все кости перемою. Да там особо ничего такого нет. Я заинтриговал вообще. Хорошо, рассказывай. Как мы познакомились с Глорией? До МСГО была одна студия, в которую можно было попасть через обсуждение. Тогда там надо было заполнить анкетку обсуждения. Она заполнила заявку, она написала о том, что сейчас лето, много свободного времени. Я думаю, зачем мне девица, которая будет свободна только летом? Можешь его выкинуть? Это у тебя тетрадка школьная какая-то? Да, история. Монархия, государство, главой которого является монарх. Им я думаю, типа, а зачем мне девица, которая будет свободна только летом? Типа, что за прикол, зачем она мне? Ну, я такой думаю, ну ладно, приму ее. Потому что ты тогда писала о том, что, типа, сейчас лет, я свободна. Вот, ну я ее принимаю. Она там приходит, по-моему, на съемки первые, тогда с актерами мы снимали. Она там хорошо себя проявляет, она там постоянно сидит, за всех играет, всегда что-то советует. Я сразу ее подметил, думаю, вот эта девица такая. Я не знала. Представка на мозгу, наверное, да. Как-то в процессе вот съемок я все больше и больше начинаю с ней советоваться по каким-то моментам. Она вливается в мой трудовой день и такая, я буду писать проекты с тобой. Или что-то Илья позвал тебя писать проекты со мной. Вот, мы уже вместе пишем проект, мы уже вместе там кадры оставляем, ты уже там что-то советуешь и так Потом далее. я оператором вообще стал. Потом, когда создался МСГО, мы снимали через Глорию, там шейдерами, мы вместе там снимали. Сколько знакомы? 4-5 лет. Ну, около того. 5 лет, с юбилеем. Вот, так что интересная история. А что ты обо мне думала, кстати? Я не помню. У меня не было никаких конкретных мыслей, я просто велась по течению, скажем так. У меня не было мысли того, что ты дурак, ты был просто мелким, поэтому ты был дураком. Как бы не было ничего конкретного вот именно оскорбления к тебе. Я был очень мелким. Я говорил про то, что Но у меня возить есть с малышами... стул с дыркой Бля, и дети тапки. Дети тапки, которые- что они убирали за тобой. Тихо! Не надо! Глория, как ты узнала о блокбастере? Я сначала узнала про блокбастер, но потом нам вот под серией какой-то сдержит описал Дюха. Всем, на самом деле, в начале всем очень впадло разбираться со всем сразу, да, когда вначале узнаешь про блокбастер, потом про перчик, потом еще ну, вот куча модов для съемки. Вот сейчас как бы полный комплект, все есть и как бы все нормально. Вот, и что мне было очень впадло сразу с этим разбираться, по мере нужды, да, когда понимаешь, что тебе нужно что-то сделать конкретно для проекта, ты уже начинаешь выяснять, как это сделать, и уже потом находишь способ, как это сделать, да. Вот мы узнали, что нам нужно будет делать косичку Техноблейду, и после этого я научилась делать такие волосы. Да, это как бы от обратного пошло. Поэтому сначала нужно да. Так. Всем привет, мы сделали пассарин. Я похож на Филзу.
Нет. Да, у него уже типа шапочка шляпа, есть. но там другой цвет. Ты как дискошар. Я не могу крутиться. Так, а пробовала ли ты раньше делать свой первый собственный сериал еще до того, как тебя пригласил Вася? Да. Видели бы вы ее первый сериал, когда она Первый тут сериал- еще нет, была? Да, это была лютая херня, когда я снимала на... Я на МСГ О, значит так. А как ты его защищала-то передо мной? Такая Ну, типа, мне- нет, это не Да, херня, это нет, было ну, интересно. Вася, это был мой проект, тогда мне он был очень важен, вот прям вот что это прям вообще, для меня это было что-то прям очень драгоценное такое. Мы с подружкой в Майной Матере делали сюжет, да, вот про Мисс Пингвин и Радужные ноты у нас были персонажи, но сюжет это должна была быть такая комедия, вот одна дурочка, которая всегда что-то творит, это была моя подруга, ну, которая всегда там что-то натворила, там в крипера превратилась и не знает, как обратно. И я, которая такая, ты что наделала? Это должна была быть комедия, поэтому я пыталась снимать его на МСГО, но тогда не было блокбастера. Но тогда были моргающие глаза. Тогда были моргающие глаза до блокбастера с помощью More Players Models или что-то такое. Вот там были моргающие глаза. Я такая, я еще тогда хотела это сделать. Все закончилось, потому что было много персонажей. Но это должен был быть мультик. Но, Зато оказывается, сейчас все успешно. Так же успешно. Ладно. Как вы узнали Чё о ты существовании хотел Dreams... Ничего, как Как вы узнали о он? существовании Dreams MP? И Пассерин. Еще раз, что? Почему вы меня не слушаете? Как вы узнали о существовании Dreams MP и Пассерин? это Горе. делал... Вот. Меня с этим познакомил Дмитрий Карпов, графический дизайнер наш бывший. Я думаю, что он первый, кто меня с этим познакомил, и потому что я влилась такая и просто нырнула в это все. Выражаем благодарность Дмитрию Карпову. Снимаю шляпу. Дмитрий Это не Карпов. шляпа. Снимаю шляпу. Вася, сними шляпу. Так, окей, и самый главный вопрос, чай или кофе? ПС, правильный ответ, вода. Вода. Я думаю, можем наконец-то показать вам локация, наконец-то! О боже, мы дожили до этого момента. Мне Разговаривайте. одной Максим напоминает актера из фильма «Малыш на драйве». Классный фильм. О. Обожаю этот фильм, очень крутой. Ты виснешь? Что это? Кажется, я в мире Майнкрафта. О, это из ТикТока звук. Наконец-то кто-то из ТикТока есть. Включи. Скажи, Да, Максим, блин. популярную фразу Вулбора. Ты снова выглядел грустно. Моя любимая фраза. Выбор играет нечестно. Давай, Максим. Какую именно? Это твою? Ты снова выглядел грустным, да. Ты снова выглядел грустным. Ну, типа. О, боже! А мне не нравится, мне на самом деле очень не нравится, какой иногда делаю голос во время озвучки, типа, это какой-то вот такой вот. Какой-то очень мелкий, как будто. Ну, хотя я озвучиваю 14-летнего. Мне говорят, мне типа на полном серьезе говорили, ну, я думаю, вы с этим согласны, в принципе, ничего удивительного. Я же озвучивал Вулбору, когда мне еще было 14, сейчас мне 15. И мне говорили то, что мой голос просто не подходит 14-летнему. И как же это... Но ему и так было конечно, 14. типа, действительно. да, мне 14, но мой голос не 14-летнего, это просто... Скоро увидишь себя в ТикТоке. Пожалуйста, можно меня в ТикТок? Я очень хочу увидеть тебя в ТикТоке, пожалуйста. Сейчас с ума сходит. Заколабились с чуваком, круто. Сейчас с ума сходит про 14. Тебе 14, ему 15. Блять, Сколько вот лет Максиму? сам Я ведь думала, начал ему эту тему, 19. никто меня за язык не тянул. Зачем? У меня была такая же Молчу. реакция на голос Максима, да. Мы погружаемся в мир закулисья Пассерин. Но мы начнем. Вперёд. Да. Мы здесь, мы здесь, ура, класс. Да, летающие бошки, потому что, смотри, здесь вот маленькая голова. Это чтобы сделать красивенькие глазки. Это все глаза анимируются в игре, да, что у нас тут, вот у нас это косичка, и они все, у них своя анимация какая-нибудь. Двигаемся дальше, что дальше у нас Филза. Крылья! Обсидиановые крылья, смотрите! О, они тут есть. Да, они тут сложные. Как тут еще шляпка. Мгм. Это такой каноничный, очень каноничный образ Филза. Вот, но я говорю, я немножко похож, современный. смотрите, вот, я похож. Он похож. У меня волосы Кто-то белые сомневался? тоже, вот. Охренеть. У нас, кстати, да, должен был быть другой скин у Филза, но он выглядел слишком богато. А фанфик он... Хотя этот скин не то, чтобы мне больше нравится, но нормально, ну сойдет, хорошо. Ну, более каноничный такой, действительно. Да. Эти крылья, они живые, они... Эти крылья, они живые. А еще на самом деле вот здесь вот еще стояли два персонажа, которых сейчас вы не видите. Ну да. Но их видели на самом деле спонсоры. Тут Спонсоры. был скриншотик вот отсюда, с этого ракурса. И тут можно было их уже увидеть всех. Анимация очень классная у этих крыльев, конечно. Я крылья 4 раза Жесть. переделывала где-то. Это была вторая по сложности Мгм. вещь, потому что первая это было одеяло. Самой сложной вещью было одеяло. Да, некоторые говорили, что это скафандр. Тот самый Томми, вот он наш прекрасный Томми в пижамке. У него прекрасные вот эти вот волосы. Вот прям. Я не знаю, я называла его помидоркой, пока делала. Очень мило. Очень нравилось анимировать. Мамза, чё в чате? У мамы, кстати, у матери был другой скин. Не знаю, сможешь ли ты его найти, хотя можешь не другой искать, скин? но...
А, изначально, в смысле? Да, он был прям полностью зеленый вроде как. Да, много вариантов у нас было с скину матери. Она выглядела то слишком молодой, то слишком старый, то слишком Старый, пижамой, да. то еще что-то, и вообще как-то... Ну, этот получился такой средненький между всеми. Здесь у нас спойлеры. Что? Там спойлер. Как Может, будто все-таки стоит 32 чанка? Ну, Кто это? Ну, мы тут, Кто смотрите, это? вот тут есть цепь у нас, но мы над ней еще будем работать, потому что я смотрела то, Цепь откуда. очень красивая. Но она должна быть не такая, она должна быть мельче, и на конце должно быть что-то тяжелое для того, чтобы можно было ей махаться. Она уже красивая. да. Она как будто короткая. А, во-первых, она короткая, во-вторых, это не совсем не такая цепь, она слишком тяжелая, поэтому я еще над ней буду работать. Интересно. Красиво. Ну, на Красиво. этой карте это, наверное, все. На этой карте... Я поняла, хватит, всё, иди, давай иди. Ты кого-то там пристрелила? Нет. Мгм. Смотрите, мы на локациях. Мгм. Вот у нас тот самый павильон наш родименький, наш из первой главы, он на самом деле... Вот так выглядят как бы все наши сцены. Вот это вот все наши сцены. Вот так они выглядят. Вот. Да, я, кстати, не совсем поддерживаю именно вот так их называть. Я люблю просто рандомные названия фигачить и... Да, потом... Да, и потом путаться, но зато... Нет, иногда действительно так удобней. Если мы включим звук, то вы услышите реплики персонажей прямо здесь. Мы тратим время впустую, примерно. Вот они наши сцены, они прямо сделаны в Майнкрафте, сняты без шейдеров. Да, именно вот так выглядят черновые варианты. Без шейдеров, без цветокоррекции, без всего. Как вы видите, глаза сделаны здесь, потому что я видела вопрос про то, как вы делаете глаза в синими или там в блокбастере. Все глаза сделаны в блокбастере. Насколько я помню, эту сцену я оставил без шейдеров. То есть вот так и я ее видел, когда над ней работал. Но иногда я тоже подрубаю шейдеры, когда, допустим, очень маленькая локация, просто комната, и в ней нужно поставить камеру. Я просто не люблю иногда ставить шейдеры, когда очень обширные пейзажи, и понятно, что будет лагать, если я их подрублю и буду вот так работать. Это просто очень трудно, когда все лагает, и ты пытаешься в этом разобраться, какой там тайминг у камеры. Какие шейдеры используете? Комплиментарий шейдерс. Я, кстати, видела, что Филза на своем стриме их включает такой в Вензи и такой: охренеть, какие они классные, мы такие, да, мы их использовали еще до тебя, да, классно, им там понравились эти шейдеры, так что Филза тоже за эти шейдеры обращается. Действительно крутые шейдеры. Если бы не они, я не знаю, я бы с какими-нибудь Сеусами снимал или с BSL, боже мой. Скорее всего, мы бы снимали с BSL, на самом деле. Уф. Мы используем текстурпак на новые текстурки из новых версий. Да, мы играем на версии 1.12, потому что мода есть только на этой версии, но при этом текстуры у нас... А, у меня не включены вообще? Да? Да. Окей. Да. Я хотела Да. сказать, что здесь вот куча моделей. Дядя Вася, почему меня называют дядей Вася? Меня называли тетя Глория. Покажешь замок, дворец. Да, мы идем дальше. Вот она, та самая Ива. У нас тут кустики с цветочками, там еще вон розы растут. Они как бы в очень рандомном порядке растут. Да, цветы делал, кстати, человек, который... Тот самый балкон. Мы здесь. Здесь красивое сердечко, про которое у нас, кстати, многие сказали, что моя идея. кстати, Спасибо. я, кстати, помню, когда ты такое показала мне это, я высмеял вот этот логотип Филзы. Да, и потом я сказала, Почему-то что это его- пиксельное сердце, а мечи не пиксельные. Потому что это его официальный мерч. Я попросил еще передать ему, что типа это какая-то незаурядочка. Был вопрос, будем ли мы скидывать карту с локациями, нет. И я не думаю, что такое нужно делать. Кстати, картины, да, они тоже все тут прям висят, прям на локации. Да ладно, вы, спонсора, мне кажется, вы могли бы скинуть. Я боюсь, что, Так у них там все равно пишет список модов, когда они пытаются открыть. Типа, это же не проблема. Я боюсь, что это может привести к каким-то там нехорошим вещам, на самом деле. Вот это да. Смотрите, это маленький домик. Посмотрите на это солнце. Да, еще столовая. Давайте в столовую сначала. Вот так это выглядит со стороны, кстати. Да, у нас тут локация не особо между тобой, конечно, как-то связана, но... Вот и на столовой. О, боже. Здравствуйте. Тут у нас есть вот эти штуки, тут красивый завтрак, тут место для того. У Томи был маленький стульчик, я не знаю, заметили вы или нет, у него был стульчик поменьше, это у нас Да, там завтрак. заметно. Да. А, А пролети вниз, там есть несколько вариаций Да, я блюд. знаю, я сюда и зайду, где-то Отлично. вот тут. Вот. А пролети просто. Блин, печенье. Все меню
хранится в подвале. Да, вот это для 21 сцены у них был ужин. На самом деле, тут была порезанная еда для них, ну как бы, видимо, мы ее не взяли по какой-то причине. Была Да. 26-я сцена. У Уилбора никогда не было морковки, заметили вы или нет? Вот это вот завтраки, вот эти вот блоки, это определение, кто где сидит, да, у нас там Уилбор, Филза, Томми. Так и Окей. все здесь получается? Нет, Нет, это локация. в этой локации может быть, да. А, комната выбора. Здравствуйте. Гитара. Ее все видели, да. Это та Еще самая это гитара, красиво. которая есть у Максима, смотрите. Да, ее срисовывали с моей, кто еще не понял. Да. Кто не смотрел начало стрима, Я вот делала. она в реальной жизни. Полная копия. Комната, на которую очень долго смотрел Уилбор в одной сцене. Давайте не будем мешать. Был вариант, что мы даже могли бы показать комнату Томми, возможно. Ну, там просто, я думаю, не было времени. Представляете, просто. Зачем? Вот тот самый, Да. тот самый коридор. Мне очень нравится, насколько это длинный коридор, действительно. Да, когда Глория впервые показала мне это, я что там сказал, типа, она не заебется такая до нас ходить. Да. Я не знаю, мне тут... Ну вот, вся комната. Записка лежит. Вот. Снимем шапочку. Изначально ее просто отключали при рендере первой сцены, потом ее, ну, выбор, когда ее уже роняет, она, естественно, там валяется. Мне всегда так странным казалось, что тут настолько какой-то мелкий столик стоит у окна, я не знаю. Он классно смотрелся в кадре, но я никогда не понимал, почему он такой мелкий, типа. Не, мне нравится, как она выглядит, правда. Я не знаю, иногда с некоторыми локациями действительно так получается, то, что просто сходится видение. Хотя даже в анимациях, ну, этого не было так подробно показано. Но при этом уже при постройке действительно все вот так складывается. А что ты не показываешь, что там написано? А там ничего не написано, да. И мне приходилось ставить кадр так, чтобы этого не было Я понятно. сказала, нет, я как раз таки сказала, типа, если ты собираешься как бы ставить кадры, я могу там что-нибудь написать. Но ты мне на это Да? не ответил, да. Ну, я тогда Значит, вроде как сказал. уже ставил камеру, мне просто некогда было ее ждать, пока ты там что-то скинешь. Поэтому я просто... Больше, я думаю, нечего показывать, вы А там полностью еще окунулись. у нас еще есть улица, подожди. А анимации там массовки, наверное, на другой карте, на другой Да, версии да, да. карты. Ну, Классно. улочка. Очень быстро прилетают. Сочные магазинчики, подушки продают. Они вообще Да, пустые. те, кто не знал, те, кто не подписан на наш ВКонтакте, референсом этого города был город из Красавица и Чудовище. чудовище. Красавицы и чудовища, да. Да. Тут просто Ну хорошо. Очень живая улица получилась. Да, что дальше, собственно? Там еще, наверное, куча вопросов. Нет, мы уже подходим к завершению, на самом деле, дамы и господа. Мы уже ответили на все основные вопросы, остаются только завершающие, которые ответят на вопрос, какие будут следующие проекты, когда выйдет 3 глава, и все. То есть мы завершаем. Дома строила Глория, да. Именно вот эту улицу. У меня просто не получилось нормально построить дома, я там построил парочку, и они были дико кривыми. Второй вопрос. Как вы относитесь к разным людям, которые тоже неплохо и даже хорошо и красиво снимают сериалы? К примеру, Моррисон Невер, Линч, Майнёша, Нези и много других похожих каналов. Давайте. Как вы к ним относитесь? Ну, с Невером и Неошей я общалась лично, они хорошие ребята, хорошие, классные чуваки. О, я общался только с Майниошей. Ну, крутой чувак, как бы, ну вы сами все видели. В общем, мне бы очень хотелось пообщаться и с остальными. Ничего, нет, ничего. Да, мне бы очень хотелось, конечно, пообщаться с остальными, узнать от них что-нибудь про то, как они работают. Это все-таки интересно послушать опыт других людей, которые работают в той же сфере. Но, тем не менее, ну, мне нравится «Зов бездны». Это про Морриса, Невера, это их общий проект, и, блин, он классный. Очень надеюсь, что они его закончат до этого конца. Остальные тоже вроде молодцы, я не знаю. Там Вот. не очень Я до сих пор смотрю. Ни про кого ничего плохого даже говорить не хочу, и нечего, собственно. Вы крутые. Давай, Глория, расскажи что-нибудь. Давай ты скажи что-нибудь. Ну, что могу сказать? Скажи, Нет. Нет, на самом деле я очень уважительно отношусь к этим людям, потому что мне вот искренне нравится то, что они делают то, что им нравится. То есть они не просто там делают просто, потому что там это залетает куда-то, там по каким-то там трендам, типа Хаги-Ваги воскрес, все дела. О, боже.
Вот, ну то есть они делают сериалы, они до сих пор делают сериалы, там спустя огромное количество времени, даже когда сейчас сериалы так, вот именно вот сериалы, которые мы делаем, они сейчас уже не такие прям супер актуальные. Я очень уважаю их за то, что они до сих пор занимаются этим, за то, что они до сих пор горят этим и делают это круто, здорово. Так что спасибо, что не хаги-ваги. Манюша знает хаги-ваги даже, да ребята! Манёша, сними сериал про Хаги-Ваги, боже мой. Монстр Хаги-Ваги. Я стал Хаги-Ваги. Я убил Хаги-ваги воскрес! О боже мой. Давай, Глория. Да я сказала, ну молодцы, да, ну вы за меня на самом деле всё сказали, но я сказала только про тех, кого я лично знаю, да. Моррис, мне интересно было смотреть на то, как он реагирует на серию. Линч, я не знаю, Линч, он классно снимает, я могу ему только пожелать удачи в работе с блокбастерами, я знаю, что ему предстоит тяжелый путь. Тяжелый путь того, что там одна галочка может изменить все представление о локации там или что-нибудь такое, какая-нибудь херня, с которой ему придется мучиться. На самом деле, хочу сейчас сказать по поводу Ильи Нёши. То, что меня удивило, когда там выходил актерский успех или домой, это то, что Илья спокойно может даже на своем основном канале во время стрима посмотреть там какие-то сериалы, типа вот не особо известных. Это всегда меня там, ну, всегда это удивляло, потому что он хочет поддержать людей, он хочет там сказать свое мнение по этому поводу, он может там даже какие-то просмотры накинуть. Это здорово, это всегда здорово. И Манёша когда-то даже нам помог с Destiny, чтобы он там подлетел чуть-чуть. Так что первую 1000 просмотров на серии мы набили благодаря Илье. Потому что он, по-моему, лайк поставил над серией, 1000 просмотров, но потом мы удалили этот видос из-за авторских прав. Да. На первой серии Дир ты имеешь в виду, еще проекты, Да. которые сейчас уже не выходят. Я просто хочу договорить насчет темы про остальных машинистов. Ага. Очень бы хотел с кем-нибудь еще поработать. Просто, если понадобится озвучка, ну было бы круто. Возьмите меня, Максим, Правда. возьмите меня, возьмите! Нет, да так, разок, даже на камео просто. Это, ну, было бы интересно. Последний вопрос. Ответ на все ваши вопросы, которые вы задавали в процессе его стрима. Что планируете делать дальше? Сколько на ваш счет будет серий или глав? Что для вас самое главное в студии? Отвечаю, дамы и господа, когда выйдет 3 глава? Ну, примерно через 2-3 месяца, как у нас обычно это выходит. Ближе к весне, или в конце зимы, или там весной уже когда-то. Выйдет 3 глава Пассерин, и мы приостановим свою работу над экранизацией Пассерин. Мы чуть-чуть отдохнем от нее, потому что вы сами понимаете, что этот проект требует очень много сил. Ты просто так сказал, как будто приостановим, типа, Не, мы навсегда или сейчас типа я того. договорю. Я сейчас договорю, да. Договаривай. Мы приостановим свое производство над Пассерин и дальше начнем выпускать свои проекты. После 3 главы Пассерин выйдет актерский успех 2 сезон. После актерского успеха выйдет 4 и 5 глава Пассерин. А после Пассерин выйдет 2 сезон Destiny. А после 2 сезона Destiny выйдет 6 и 7 глава Пассерин. Вот так вот мы решили замудрить, чтобы... Перемешать аудиторию. Да, перемешать, чтобы как бы вы обратили внимание еще на другие наши проекты, которые мы делаем. Возможно, какой-то из них может вас заинтересовать и вот так далее. То есть мы не перестаем делать Пассерин, мы его сделаем, доделаем когда-то, но мы приостановим его производство. Актерский успех, проект, который основная часть работы, которая лежит над Васей. Пока он будет делать это, мы будем долго работать над 4 главой. Вот, скорее всего, 4 глава займет очень много времени. И сейчас у всех начнутся экзамены, там у кого-то колледж, у кого-то УГ, у кого-то еще что-то сессии, всякое такое, вот это к лету. Все, я надеюсь, вы все поняли, все услышали, и все отлично. Вы нас примите такими, какие мы есть. Да, на самом деле у меня очень скоро достаточно важные экзамены. Я бы не смог работать над новой главой Пассерин. Именно, ну, да, это даже не прямо сейчас, а через пару месяцев. То есть у меня очень важные экзамены. Вот так. И не только у меня вроде как, да? Да, Глория заканчивает колледж, у меня будет сессия, так что мы все пропадем во время весны. И еще по поводу субтитров английских на наши прошлые проекты Destiny актерский успех, они в процессе разработки, будут английские субтитры, мы их сейчас заранее делаем, чтобы потом в какой-то момент просто всех выставить и так далее. Так что я видел еще много комментариев по поводу того, будем ли мы экранизировать другие фанфики. Мы не планируем пока это делать. Только если от одного уже известного автора, у нее я видел, там есть парочка. Я читала Шрайк. Шрайк это... Это предыстория Пассерин про Dream Team. Dream Team в ТикТоке? Нет. Где Dream Дани Team это Милохин? Dream, Джордж и Саптап. Вот это Dream Team. Мгм. Вот. Есть перевод, я не помню, как это переводится. А там какой-то смешной перевод, я помню, 40 пут. Это 40 пут.
Да. Мы завершаем наш стрим. Правда, это было просто круто, это было невероятно. Прям очень понравилось с вами общаться. Вот. Так Спасибо что всем. спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто писал свои вопросы, было здорово. Вот. Смотрите, что я могу. Очень мило. Все, всем спасибо большое за просмотр, спасибо, что были на стриме, спасибо, что смотрите, поддерживаете нас, спасибо всем донатерам, которые сегодня нам донатили, потому что спасибо отдельно. Безумная поддержка какая-то, просто сумасшедшая. Я не знаю, как это описать словами, так что всем... я могу тоже так сделать, кстати. Не могу. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо за то, что были на этом стриме. С вами был я, Васечка, с Максимка. И я, да. Всем спасибо, увидимся с вами на примере 3 главы. Точно. Пока. Прощайте. Пока.